Бельгия не повторилась. Класс. Спасибо, Венгрия. Первая практика не запомнилась мне ничем, кроме того, что Хюлькенберг дал погонять свой болид какому-то мальчонке, а машина, хоть и зеленая, но гордая, откатав половину практики, дальше ехать отказалась. Вторую практику, в общем, смотреть было интересней. У Макса было две проблемы – никакого темпа и полотенце между ног. Ну, хоть с последним он смог разобраться, выкинул полотенце за борт. Конечно же, стюарды такие: опача, а что это тут у нас за опасный инцидент? Поставил под угрозу жизни всех вокруг. И все, расследование после гонки, Грета Тунберг прилетела на вертолете, чтобы зафиксировать надругательство над природой, и ждем в качестве наказания проезд по питлейну на поломоечном болиде. Ничего ему не было, если что. На этом приколы не закончились. В какой-то момент Сайнсу по радио передали, чтобы тот срочно сворачивал в питы, потому что телеметрия отключилась и в машине небезопасно. Но он их не услышал, потому что радио тоже не работало, электрические неполадки какие-то. И я немного напряглась, а потом Станиславский такой: да, печально. Ну, получается, Сайнсу нужно будет выбираться из машины прыжком, чтобы не стать проводником, так сказать. Я думаю, в этом нормально, и вообще остановите гонку немедленно, Сайнса не заземляют, пиздец. Ну, слава богу, пока я судорожно искала в интернетах телефон Бен Сулайема, чтобы тот навел порядок, телеметрия и радио восстановились. И, разумеется, конечно же, Лоусон вставил свои 5 недовольных копеек, на что его осадил его же инженер, говорит: «Карлос сейчас глухой и не соображает, прояви, пожалуйста, уважение». Третья сессия: Red Bull против Red Bull. Цуноде неправильно настроили тормоза, Ферстаппену что-то там починили так, что болид перестал быть управляемым. А так скука, практики эти, зачем их вообще смотреть? Машины, слава богу, никто не разбил, поэтому у механиков было время перекусить перед квалификацией, и, кстати, о ней. Результаты квалификации нам проспойлерили еще в конце Q1. Вселенная в режиссерском кресле, и нахрен вашу предсказуемость, хочу нового. Макс на практике жаловался, что он будто по льду едет, поверьте, он знает, о чем говорит. Так пускай с квалификацией его ледниковый период продолжится. Вот тебе 8-й позишн от Татьяны Анатольевны Тарасовой, отдыхай. Леклер теперь новый Ферстаппен. Что он там говорил? Ничего хорошего не бывает для меня на этой трассе. Bitch, please. Жалуешься, что все плохо? Пол. Что там дальше? Пускай 7-кратный чемпион мира Льюис Хамильтон вылетит в Q2 с 13-м местом, а потом устроит настоящую драму в интервью. О боже, я вылетел в Q2, я такое говно. Феррари нужен другой пилот. Мальчики, объясните мне, разве завоевав 7 титулов и статус суперзвезды автогонок, нельзя просто расслабиться и лажать как угодно? Damn boys, сами себе проблемы придумывают. Сори, отвлеклась. Я хочу Бартолета в очках, потому что Бразилия — это круто. Стартует 7-м. У деда в пятницу болела спина, а сегодня квалифицируется 5-м. Так, а это что тут валяется? Ну-ка, 6-е место. А теперь ветер сдует оба Макларена на последнем круге. Вуаля! Подать мне гонку. Гаснущие огни напомнили Норрису крышки от бутылок, поэтому он в лучших своих традициях откатился на 5-е место, пропустив вперед Рассела и Алонсо. Леклер мало того, что удержал свою позицию, так еще и штамповал лучшие круги только так. И итальянский шапожок на карте мира радостно зацокал. Берман решил, что без Хаджара на хвосте будет спокойнее, и обстрелял того гравием на дикой скорости. Но Айзек не пучка какая-то. Гонку продолжил достойно и с больной рукой. К 10-му кругу Ферстаппен прибавил пару позиций и вжал себя в Астон Мартин сэндвич к Бартолетто. И все это почему-то патрулировалось Лоусоном. О нет. О нет. Нет. Так, я не понимаю, о чем он, поэтому паниковать пока рано. Неприятности Макса продолжились. После пит-стопа он подзавис в трафике, и к 27-му кругу между ним и подиумом были временно психически кастрированный 7-кратный рыцарь, 3 новичков, человек денежного дождя, Бартолетто на Заубере, накачанная бейсболом дед с больной спиной и миссис Беннет. Увидеть бы это... О, нет, пожалуйста, нет, не надо. I can feel what we discussed before the race. We need to discuss those things before doing those.
Что, блин, я ничего не понимаю. Что он там чувствует? Ему кнопок на сиденье накидали или что? Ладно, паниковать все еще пока что рано. We are going to lose this race with these things. We are losing so much time. Итак, самое время паниковать. Тем временем Максу надоело дышать в затылок Льюису, и, воспользовавшись фактом того, что работа в Феррари выбила у Хамильтона психологическую почву из-под ног, он просто спугнул его в золотых бедландских традициях. И вы можете сказать, что это было некрасиво, но знаете, что некрасиво? Симулировать пит-стоп. Да-да, Макларены были оранжевого цвета у нас под носом всю дорогу, и мы не смогли сложить 2+2. Позвали Оскара в питы, и, посмотрите, посыпались жулики. Это даже не старается, пу-пу-пу, а что там Феррари клюнули? А да, а Феррари клюнули и пит-стопнули Шарля. А Оскар как ехал, так и поехал. На 51-м кругу произошло нежеланное, но предсказуемое событие. Оскар обогнал Шарля. Но, если честно, выглядело это так, будто Леклер тупо уступил ему дорогу. Я по такой же траектории двигаюсь, когда чую сзади приближение пьяного бомжа на автопилоте. Может, у него что-то сломалось там, не знаю. This is so incredibly frustrating. We've lost all competitiveness. You just have to listen to me. I would have found a different way of managing those issues. Now it's just undrivable. It's a miracle if we finish on the podium. Сломался Шарль, все ясно. Дно моего экрана от длины этого сообщения тоже, да и машина Бермана, кстати, не выдержала. Самую внушительную выдержку нам продемонстрировал Алонсо. На 61-м кругу Шарль защищал от Рассела свою позицию как мог, чем, конечно же, вызвал шквал недовольства от миссис Беннет. «Он двигался в зоне торможения, я почти в него въехал, это нарушение, так нельзя!» Ну и Шарль решил уже добить несчастную невротичку простым человеческим. Блять, я тебя захуярил, понял? И, конечно, началось. Штраф, дайте ему штраф, он пытался меня убить. Подай мои нюхательные соли. Я чувствую, что опять теряю сознание. Венгрию называют Монако без стен. Как известно, дома и стены помогают. Так что прости, Шарль, тут помощи ждать не приходится. Поэтому... Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Кстати, оказалось, что в болиде Леклера поменяли настройки двигателей и увеличили давление в шинах. Все для того, чтобы планка, как в Китае, не счесалась. Решили, что 12 пососных баллов лучше, чем 0. Справедливо. Итак, а закончим мы тем, с кого начали. Ландо Норрис, хоть и испортил себе старт и пожевал гравия по ходу гонки, выбрав стратегию с одним пит-стопом и не испортив ничего, приехал первым. Шоколадную медальку этому мальчишке. Кому еще я выписываю медальку? Оскар обойдется, Рассел тоже, Леклер тоже без медальки. Люди планеты Земля, перестаньте писать комменты, какие Феррари злодеи и как они его калечат. Не надо его спасать, чел сам выбирает эту команду. Удачи вам, любви и терпения. Алонсо получает торт, Габи шоколадный фонтан, Строллу и Лоусону я дарю игнор, Максу и Кими по медальке и мое сердечко. Все места с 11 по 20 обнимаю вас крепко и усыновляю всех и каждого. Юный фанат Феррари хочет спрыгнуть с трибуны головой вниз, но мама не разрешает, ведь на людях неприлично. Звучат аплодисменты, а у нас награждение. Макларен получают урну для праха в цветочек от, о господи, Кристофа Шалай-Бобровчинского, что? Гигантское блюдце для чаепития с великанами от мужчины, чьи родители курили только одну марку сигарет, и вторую вазочку от Питера от Питера Бриаторе. Ну и Джорджа, конечно же, не обделили. Общее фото. Так, а чё не все? Джордж, отойди-ка, пожалуйста. Ну вот это общее фото. А это я. Не жду следующий гран-при, потому что вы с ума сошли столько ждать. Я лучше вообще забуду о том, что гонки существуют, и пускай они как снег на голову на меня свалятся. Мальчики, вот объясните мне, разве завоевав 7 титулов и статус суперзвезды автогонок, нельзя просто расслабиться и лежать? И лежать. Ну реально, расслабиться и лежать. Ляг. О, все, лег? Ну,
Все, лежи, отдыхай. Все хорошо. Чё истерил-то?